Друзья рыбаки, всех приветствую на канале. В этом видео я покажу один очень интересный и полезный способ, как с помощью вот такой вот обычной ватной палочки можно закрепить поводок с крючком абсолютно в любом месте на основной леске. Этот способ может пригодиться при изготовлении резинки, различных других закидушек, также при изготовлении так называемой бороды для ловли чихони, или, например, если нам нужно на какую-то оснастку добавить дополнительный боковой поводок с крючком. Для этого способа, как я уже сказал, нам понадобится ватная палочка, также две бусинки с небольшим отверстием в середине, главное, чтобы леска проходила, и вертлюжок. Но вертлюжок это не обязательный элемент, я потом покажу, как можно обойтись без вертлюга. Приступаем. Значит, первым делом берем нашу ватную палочку и ножницами обрезаем ее края, там, где находилась вата. Она нам не нужна, у нас должна остаться просто вот такая вот трубочка. Итак, трубочка готова. Теперь берем ту леску, на которой мы хотим зафиксировать поводок с крючком. В данном случае это леска 0,5. Да и вообще этот способ лучше всего вязать на более толстых лесках от 0,4 и выше. Значит, берем леску и в том месте, где мы хотим зафиксировать поводок с крючком, прикладываем к леске трубочку. Вот таким вот образом. И теперь вот этот вот свободный конец мы должны вокруг трубочки обмотать 5-6 раз. Причем обмотка должна идти по направлению к той руке, которая удерживает трубочку. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали 6 оборотов, удерживаем обмотку и вставляем свободный конец лески в трубочку с вот этой вот стороны. Полностью этот конец достаем из трубочки, подтягиваем и, удерживая обмотку на трубочке, саму трубочку снимаем с лески. И вот что у нас получается. По идее нам это все нужно взять и затянуть, но если мы прям в таком состоянии это все затянем, у нас вот эти вот микропетли лягут друг на друга и получится узелок некрасивый. Поэтому берем и вот так вот это дело распределяем по леске. Вот. Ну и теперь обязательно это все дело смачиваем и подтягиваем. Если в процессе затяжки у нас образуются микропетли, мы опять вот так вот поправляем, чтобы их не было. Когда мы убеждаемся, что уже все здесь нормально и ровно, затягиваем окончательно. Получается такой вот узелок в виде бочонка. Думаю, видно на камеру. Так, этот узелок у нас готов. Теперь на леску одеваем бусинку. Вертлюжок. И еще одну бусинку. Есть. Ну и теперь здесь нужно связать такой же точно узелок. Для этого берем нашу палочку, прикладываем ее вот здесь вот поближе к последней бусинке и делаем то же самое. 5-6 оборотов. Сделали 6 оборотов, удерживаем обмотку, вставляем свободный конец в трубочку, достаем его вот так вот и вытягиваем трубочку. Есть. Ну и тоже затягиваем. Вот что у нас получается. Два узелка, между которых находится
2 бусинки и вертлюжок. Ну и теперь на вертлюжок одеваем поводок с крючком. Вставляем петлю поводка в колечко вертлюжка и в эту петлю вставляем крючок. Затянули. Все, у нас поводок с крючком полностью зафиксированы на нашей основной леске. Вот. Такой способ никогда не запутается. У нас свободно вращается поводок вокруг лески вот так. Ну и плюс еще, благодаря вертлюгу, он еще вращается вокруг своей оси. То есть свободное вращение идет абсолютно во всех направлениях. Вот. Ну и таким способом на основной леске, как вы поняли, можно привязать абсолютно любое количество поводков. Ну и плюс еще здесь есть у нас небольшой свободный ход. Это уже зависит от того, где мы привяжем второй узелок. Можно его привязать еще ближе, можно привязать еще дальше. Тут уже по нашему желанию. И теперь покажу, как можно не использовать вертлюжок вообще. Если вы не хотите каких-то дополнительных элементов и вам вертлюжок не нужен, вот у нас есть такая же точно ситуация. Я уже заранее связал. Просто 2 таких же узелка, между узелками 2 бусинки без вертлюжка. Просто берем поводок с крючком и вот здесь вот между этих бусинок фиксируем его удавкой. Крючок вставляем в петелечку поводка. Смотрим, чтобы леска находилась между бусинок. И удавку затягиваем. Все. Точно так же, только без вертлюжка. При этом у нас поводок спокойно вокруг лески вращается тоже. И ничего не будет запутываться. Я, кстати, на своих резинках таким способом креплю поводки. Вот точно так же. И скажу вам, ни разу не путалось. То есть бывает даже случайно соскакивает леска, и все крючки, у меня 6 крючков на резинке, все крючки резко уходят в воду, и потом, когда я достаю, ни один из 6 поводков не запутывается. Поэтому очень классный такой способ. Главное, что он очень простой, и можно привязать абсолютно любое количество крючков на одну леску. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, смотрите много интересного видео, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Всем пока, до новых встреч!